Такая хуйня на балконе, блядь. О, нема. Патруль нема. Если красные фонарики очень яркие, вот очень яркие, для этого используем маркер, допустим, еще пластилин. Маркером зарисовываем, уже становится менее яркий. Плюс еще можно пластилином уменьшить точку свечения. Вышел в Киеве, вызвал такси, добрался до квартиры. И началось же мое еще одно планирование второй попытки моего выхода из Украины. Я попросил, чтобы мои родственники прислали мне там компьютер, ноутбук, какие-то там нужные вещи там для меня, чтобы я вот сидел, открыл нормально компьютер и большой монитор, и вот это все смотрел, изучал, знакомился с какими-то будущими напарниками, чтобы было удобнее заказывать. Вообще снаряжение купить у меня же ничего не было. Сестра мне все прислала, я заодно там начал что-то заказывать по интернету, там готовился, ну, примерно, может быть, на разные варианты. Закупал снаряжение, там у меня в доме была розетка, пункт выдачи, мне было удобно. Далеко не нужно было ходить. Там, конечно, снимать дорого было. Примерно 1300 каждый день у меня уходило на съем квартиры. Потом еще плюс на питание тратить. Опять написал я объявление, там нужен напарник. Мне откликнулся один человек. Говорит, что мне уже больше 20 лет, но меньше 25. У меня есть права, есть машина. И я могу приехать, если что. Мне нужен напарник. И больше ничего не знаю особо. Мне сказали, что ты здесь находишься долго и можешь посоветовать что-то или вместе со мной выйти. Я говорю, да, конечно, у меня практически по всем областям я уже составил примерные пути, как идти можно и как выйти, сопоставляя другую информацию, чужих информацию. У меня по каждой области были уже пути составлены. Я ему говорю, вот есть в Молдавию можем пойти, можем там в Румынию, там по горам, еще куда-нибудь, разные областя. Все ему поназывал. Он говорит, ой, я в Молдавию там что-то не хочу. Потом выбрал направление самое легкое. Типа, где нужно было 1,5 дня, так примерно, для выходить. Я говорю, ну, хорошо. Мне, в принципе, без разницы было, где идти. Мне просто был там напарник, который там вдруг что там. И не так, в принципе, тревожишься, когда не сам идешь, наверное, я так думаю. Где-то там руку подаст, там, я ему подам. Я говорю, хорошо, можешь приезжать там в Киев. Лучше там, конечно, ты что приедешь на своей машине, ты заодно там можешь куда-нибудь съездить, посмотреть обстановку по дороге. Это хорошо. Договорились мы, что он приедет в Киев. Приехал он в Киев. Так, с виду он, конечно, не очень мне понравился. Он думал, ладно. Главное, чтобы был нормальный на этот раз. Адекватный и нормальный. Уже не обращал внимания, там, как он там выглядит. Выглядел, конечно, он по поведению, по виду недоверительно. Но мне главное было выйти. Я же не знал, вдруг он как напарник себя покажет, как хороший человек. В общем, я начал планировать уже сам этот выход. И говорю, вот так и так, вот туда-сюда, вот так доберемся, вот тут нужно накупить. Такие есть варианты, такие вот пути, и как добраться, и как двигаться дальше, и где что снимать. Там. Все ему там рассказал. Подготовились мы там на 1,5 дня, гидрокостюмы взяли. И потом поехали с Киева. Обговорили мы, что я на электричке добираюсь до ближайшего города границы, а он на своей машине едет. Я говорю, что там отправляю вещи. Не, я повезу с тобой там до ближайшего города на своей машине. Я думаю, ну ладно, как хочешь, решай сам. Он обрадовался, что он может принимать решения. Я такой, да, хорошо, вот я гружу, все. Он погрузил наше снаряжение, 2 рюкзака там. Поехал, потом он ехал первый, и первый заселился в снятую квартиру. Я же ему говорю, типа, тебе возраст такой нормальный, ты можешь спокойно себе выйти на железнодорожную станцию, там, где буду выходить, посмотреть, как там обстановка, если там какие-то ТЦКшники, что-то еще, проверки, облавы. Он говорит, хорошо. Я поехал потом на следующий день на электричке. Ну, я почему-то одел гидрокостюм под низ, не знаю, чтобы не нести с собой пакет с гидрокостюмом. И мне так жарко было в электричке, я так запарился, так намучился с ним. Доезжал, я уже звоню ему, говорю, типа, разведай обстановку, посмотри, что там можешь. Говорит, да все, когда я приехал, я сразу посмотрел, тогда все нормально было, так что выходи, все будет хорошо. Я говорю, ну хорошо, ну ты хотя бы можешь мне купить покушать, потому что я не успел покушать, я такой голодный. Он что-то начал придумывать, какую-то ерунду говорить. Ой, ты что, почему ты меня просишь покушать там? А ты что там меня хочешь сдать, чтобы я куда-то вышел? И меня где-то поймали, и ты на кого ты работаешь, что-то ерунду какую-то начал мне говорить, придумывать. Потом такой говорит, а вдруг тебя сейчас поймали, и ты мне специально говоришь, выйди. Я говорю, давай не говори всякую ерунду. Я положил трубку, он написал в группу, что меня поймали, где-то меня сдали, что меня из группы оттуда удалили, потому что я попросил его купить покушать, и, наверное, меня где-то приняли, и чтобы он куда-то вышел, его приняли, чтобы потом его приняли. Такую какую-то ерунду.
Я думаю, блин, раньше вроде так показался нормальным человеком, а тут показывается теперь уже какой-то неадекват. Думаю, ладно. Доехал, я вышел, подъезжаю к дому, набрал его, говорю, выходи. Он вышел, уже было темновато, мы его не видим. Я звоню, говорю, мы тебя не видим. Он говорит, я здесь. Я говорю, как мы откуда знаем, где ты здесь, если мы тебя не видим? В общем, ладно, вышли, а потом уже он подошел к нам, водитель такси уехал, мы пошли на квартиру, начали готовиться. Так как, когда он приехал в Киев, он говорил, все быстрее делаем быстрее, я не успел особо так почистить телефон, там все поудалять. Поэтому в этой квартире я начал заниматься вот этим удалением всего там, потому что не все успел. Мне нужно было очистить полностью телефон, у меня iPhone. Я просто выгружал всю информацию вот это в iCloud, резервировал. И потом сделал полную очистку телефона, делал и входил в новое чистое iCloud без всего. Ни групп, ни информации, ничего. В общем, пустой телефон. Что в первую попытку я так делал, что вторую. Чтобы свой телефон не чистить, а просто вся информация у меня осталась там в iCloud. Я этим занимался. Ему тоже, в принципе, говорил это делать. Но он сидел какой-то ерундой занимался. Ничего этого не делал. Так он в итоге ничего и не почистил. А я до ночи сидел, вот это чистил, перезагружал. Думаю, ну ладно. Я, в общем, лег спать. На утром прозвенел будильник. Я не выспался, хотел сильно спать. И утром начали обговаривать, чтобы все было по согласию. Я предлагаю, он соглашается или нет. Или мы, допустим, на твоей машине поедем по объездным сельским дорогам до ближайшего населенного пункта, который ближе уже к границе. Он говорит, ой, блин, а там яма, а там машина. Я говорю, ну, ты смотри, можем так поехать. Если хочешь, ты, конечно, и можешь и сам поехать там напрямую, не объезжая, но это уже на твое усмотрение. Потому что ты взрослый человек, ты должен сам принимать решения. Но я предлагаю вот так ехать в объезд. Он начал опять, ой, там яма, все, там это, решай сам. И говорю, вот, давай тогда придумаем пароль какой-то. Ну, мало ли что там, поедешь по главной на своей машине, то а я другой дорогой, то все равно нам нужен какой-то пароль, допустим, мы созвонимся и скажем пароль. Все хорошо, там, как дела, такого рода мы договорились. Ладно. Я говорю, вот тут у меня еще остались какие-то вещи, снаряжение, я их буду выкидывать, тебе не надо. Он говорит, да я могу забрать, там, положу себе в машину, я уверен полностью, что я спокойно доеду, так как я с Киева сюда доехал, и туда тоже доеду, показывает себя, как будто бы он такой уверенный. Все. В общем, он выехал, так как мы обсудили. Я же вызвал там такси в объезд, тоже через полчаса поехал. Ну, я ехал на местном такси, местные такси с местными номерами. Утром рано, при выезде с этого населенного пункта, как оказалось, там стоял большой блокпост. Я не ожидал, что там он будет. Немного переживал, когда подъезжали. Но там, видно, на блокпосте посмотрели местные номера. Может быть, даже человека до этого знали. Они махнули, проезжай. Я думаю, хорошо, слава богу. И мы, в общем, договаривались с ним, с тем напарником, что до населенного пункта, который еще ближе, мы там с ним потом увидимся и пойдем дальше. Но до того, как я доеду до него, он успеет в том населенном пункте найти таксиста, проехаться там где-то по местным дорогам, посмотреть, как там обстановка. В общем, подъезжаю к следующему населенному пункту, который еще ближе, набираю, он что-то не отвечает. Подъехали, потом, наверное, минут 40 я еще его набирал. Сначала не мог дозвониться, говорю вот этому таксисту, с которым я приехал, так, мы сейчас заберем человека до 9 утра. Хорошо, окей, нет проблем. Говорю, если не свяжемся, то поедем по тому направлению, я ему там показывал населенный пункт. Не мог я с ним дозвониться, потом все-таки дозвонился, он ответил, говорит пароль. Понял, что его приняли, думаю, ладно, буду двигаться по этому проработанному пути. Говорю таксисту, выезжаем. Мы выехали, по дороге было спокойно. Не доезжая до населенного пункта, который я показывал таксисту, что едем туда. Я говорю, остановитесь здесь, меня дальше заберут. Он, окей, нет проблем, мы рассчитались. Я забрал свой рюкзак. В общем, он меня выгрузил, я пошел немножко вперед по дороге. Смотрю, кустик какой-то, оборачиваюсь, что он не смотрит на меня, потому что он не отъезжал, он говорит, я выйду в туалет. Или он действительно в туалет хотел? Я подумал, вдруг он просто хочет посмотреть, куда я буду двигаться. Смотрю, кустик, оборачиваюсь, его нету. Раз такой, быстренько раз за кустик и пошел в лесопосадку. Потом уже открыл карту и начал уже постоянно идти, смотреть в карту по спутнику. Ну, конечно, до того, как мы доехали еще до этого населенного пункта, я там уже включил режим полета. Постоянно вот так смотрел карту, шел, останавливался, чуть отдохнул, потом дальше. Если там смотрел, какая-то заканчивается лесопосадка, какая-то небольшая типа дорожка, типа лесников или еще какой-то. Я так осматривался, так осторожненько все раз, так быстренько дальше шел. Потом, после обеда, примерно часов 15 дня, я стал подходить к одной территории, где увидел ягозу. Она была ромбиком, две внизу и одна сверху у них. Прислушался, тишина была.
Думаю, ждать до вечера, что ли, смотреть, слушать. По интуиции начал чувствовать, что надо подойти посмотреть. Подошел так аккуратненько, все так. И увидел на 2 участках этой ягозы, она примята. На одном, смотрю, участке наполовину примята, был другой участок, еще больше примята, почти до земли была примята ягоза. Я подумал, о, классно, там, где больше примята, как раз то, что мне нужно. Думаю, нет, ну раз сейчас как раз никого нет, тишина полная, надо действовать. Я захожу в этот ров, нашел сначала участок, где будет не такое глубокое место. И что, пошел, намочил ноги, промокли, перешел ров, приближаюсь к ягозе, а там путанка. Ну, высотой, наверное, по конец ботинок обуви. Я когда начал идти, я сначала ее не заметил, такой смотрел на ягозу. Такой раз наступаю, смотрю внизу путанку. Я никогда ее так сам лично не видел, но я знал, что такое есть. И я как-то интуитивно начал по ней идти, вот как лягушка. Ноги, когда идешь прямо, да, а я их по бокам их немного разворачивал, обувь немного разворачивал боком. Поднимал ногу одну, ложил другую, ложил так. Но это быстро я делал, немедленно. Не запутался, ничего нормально. Подошел вплотную к ягозе, по бревнышку так перешел. По сторонам, конечно, оглядывался, не идет ли кто-то. За ягозой тоже путанка, я также ее так начал переходить, но потом что-то сменил манеру ходьбы, хотел сменить на обычную. И одна нога что-то немножко застряла. Такой, блин, что я делаю, что я меняю манеру ходьбы, я же шел нормально. Немножко запуталась, преодолел я путанку, пошел в лесочек, уже дальше иду по направлению, смотрю карту. Я шел и по Google карте, у меня 2 было, Google карта и Осмонд. В Осмонде я там загрузил предварительно карту. И в Google карте там тоже можно загружать предварительно, чтобы офлайн идти. Тоже была загружена предварительно территория. Начинало уже так темнеть. Я думаю, все, нужно искать себе место для ночлега. Я разложился, прилег. Думаю, буду лежать там, усну. Слышу, летит что-то, какой-то дрон. И такой подумал, что, наверное, вокруг, вдоль ягозы облетают, смотрят там территорию, там, чтобы никто не ходил. А я же лег так, что сверху еще тент положил, там еще деревья. Думаю, если не двигаться, там, то не будет заметно. Ночью, конечно, было только прохладненько. Я не рассчитывал, что так будет прохладненько. Грелки были какие-то, такая фирма, по неопытности взял, не очень качественная фирма, их нужно было мять, чтобы они грели, и то мало времени грели. Продолжим по поводу дронов. Что-то пролетел дрон, думаю, иногда пролетает, наверное. Потом он не успел, как его звук закончился, что он улетел. Обратно, слышу, летит, увеличивается звук. Обратно пролетает, потом что-то опять уменьшается звук, что-то потом опять увеличивается звук, обратно летит. И так летал, раз такой минут 15, наверное, там, или 10, тишина. Думаю, ладно, пролетал, все, буду спать. Не успел там я заснуть, прошло минут 10-15, опять летит дрон. Думаю, да что ж такое, блядь, что за ерунда. И так полночи было. Я весь в нервах такой-то. Потом вспоминаю, что напарника приняли же. Думаю, наверное, он все сдал, что я должен был здесь идти. Наверное, показал там по карте все, куда я должен был идти. Думаю, все, сдал меня, и теперь меня ищет, что я должен буду переходить. Летал так дрон практически до самого рассвета, наверное, до часов 4. Потом час, наверное, я еще поспал. Опять начал летать дрон, да что ж такое. Рассвело. Как только рассвело, тогда тишина была. Я начал собираться, пока опять не летит, Собрался, и все, и вышел по своему движению, там дальше по своей траектории. Я начал заходить в какое-то болото. У меня начала заканчиваться еда. Я же рассчитывал тоже за 1,5 дня выйти. Мало взял еды, мало взял воды. Думаю, если закончится, ничего страшного. Вода закончилась. Фильтры никакие там с собой ничего не брал. Там какие-то рвы были, ямы с водой. Я не мог попить воды. Иду, хочу есть, хочу пить очень сильно, жажда сильная. У тебя нет еды, нет воды, мозг начал говорить. Умрешь, надо что делать, умрешь, какие-то сигналы такие посылать. Я иду, у меня силы заканчиваются. Дело идет к вечеру. Мне оставалось там примерно километров 5 до точки, где я хотел походить. Начало темнеть, у меня ноги были промокшие по колено. И температура начала опускаться где-то до -2. Я же иду, меня колотит от холода. Уже на штанах, на обуви ледяная корочка начала образовываться. То есть промерзать начал полностью. Меня начало так трясти, что я идти спокойно не мог, меня так трясло. И плюс я попал в такое место, что по бокам смотрю озера, болото, и не могу найти место, где перейти, и не промокну. Еды нет, воды нет, есть телефон. Мозг начал говорить, ты умрешь. Я что-то не мог сопротивляться мозгу, у меня перестало работать. Перестал думать, а мозг стал за меня думать. Я же все свое снаряжение до этого места, где сейчас находился, уже поскидывал.
там и спальник, и все поскидывал. Потому что по расчетам я должен был уже выйти. А так как я забрел не туда, то все пошло не по плану. Возвращаться до рюкзака уже у меня не было столько сил, энергии, там полдня идти нужно было. Я думаю, ладно, первый раз не вышло, напарники были, второй раз не вышло, напарник был не очень, ну плюс еще я плохо подготовился. Ничего страшного, сейчас, как в прошлый раз, тоже обратно вернусь и буду планировать, как выходить. Главное сейчас остаться живым, чтобы ничего, ноги не ампутировали от отморожения. Связи практически не было на телефоне, но я набрал 112 и даже без связи дозвонился. Дозваниваюсь, говорю, вот так и так, там я тут шел, застрял тут в болотах, там замерз, -2, у меня ноги наполовину мокрые и отмерзли, спасите меня. Они хорошо записали, там, мы передали там кому-то, вас спасут. Прошел час, я еле выжил за этот час. И опять звоню. Вот я оставлял заявку, да, мы связались. А что, вас не спасли? А что, к вам никто не звонил? Мы ваш телефон передали там. И спасателям, и полиции вас должны были набрать. Странно. Ну ладно, я еще раз передам. Ну, хорошо. Через полчаса опять набираю и говорю, ну что там? А мы передали, что вам никто не связался с вами, вас еще не спасли? Странно. Ну, раз вы звоните еще третий раз, вот возьмите мобильный телефон, это местной полиции, свяжитесь. Думаю, ну ладно, еле выжил за это время. Постоянно двигаюсь, чтобы не замерзнуть, и то замерзаю, конечно. Это не помогает уже, потому что двигаться нужно, когда есть еда или когда в организме есть что превратить в энергию. Набираю там по номеру, который мне дали, говорит, да, я полиция. А что, вы действительно застряли? Это не шутка? Говорю, нет, конечно. Ну, смотрите, не шутите, не надо. Мы, конечно, попробуем сейчас вас найти, но мы думали, что это шутка какая-то. Да, я говорю, нет, не шутка. Ну, ладно, тогда давайте координаты. Там я дал координаты. Потом через какое-то время звонит, что-то говорят, мы не можем вас найти, помашите фонариком где-то там. Я что-то начал махать фонариком. Они сначала не увидели, потом все-таки как-то увидели фонарик, а мы видим, в какой вы стороне. Там была куча деревьев, такая болотистая местность, там озера. Они еще потом до меня добирались долго. Это еще долгое время продолжалось, я там мерз, отмерзал, еле продержался. Полицейский там с еще другим человеком подходит, ну, как-то вышли, подходит ко мне. Говорят, пойдем. У тебя ничего нету, снаряжения, что-то еще. Я говорю, нет, ничего нет вообще, вот пустой. Я просто... У меня с собой был только пакетик, где была пустая бутылка воды. Ну, пустая бутылка без воды. Я его вообще при них выкинул, потом идем за нами. Я пошел уже, у меня какой-то адреналин включился. Волнение, что сейчас будет. Какой-то допрос будет, я уже понимал. У меня уже телефон, все было чистое там. Все. Мы вышли на дорогу, выходим. Я смотрю, там стоит там полицейская машина, потом рядом стоит там машина пограничников, стоят это 4 или 5 пограничников в камуфляже. Я выхожу, говорю, там, спасибо, спасители, спасибо, вы меня спасли. Мы все поехали в какой-то пограничный пост, зашли в землянку. Как ты сюда добрался, как ты сюда попал, там, есть ли что-то с собой документы. Я говорю, вот есть загранник. Там в заграннике у меня еще $500 лежало. Просто дал загранник, деньги ваши. Я говорю, да, мои. Ну, а потом обнаружится, конечно, что у меня пропало там 200. Такие у нас честные ворюги. Записали мне мои данные, я говорю, короче, доехал на такси, просто заблудился, попал сюда, застрял, замерз. Говорят, ну, хорошо, там, поедем сейчас в ближайший город, там будем тебя оформлять. И начался допрос.